Всем привет! Сегодня представляю вам пополнение в нашем домашнем природном парке. Итак, цапли. К нам стали прилетать цапли. Одна белая и две серых. Вот там, в тростнике, серая цапля. Если белая прилетает, в том числе потусоваться на пирсе с лебедями и утками, то серая прилетает с конкретной целью поохотиться. Вот смотрите, раз. Вот, рыбка готова. Мы с вами посмотрим про охоту цапель, которая весьма успешна. Все это происходит в Австрии, в Каринтии, на озере Осиахерзее. А в декабре месяце у нас немножко зима. Я вам расскажу, почему цапли вдруг стали к нам прилетать. Цапли живут на озере, живут в заповеднике, на болотах. И к нам до сих пор не прилетали. Но вот смотрите, что произошло. Был мокрый снег и ветер. И тростник по обе стороны пирса полег. И для цапель образовалась удобная площадка, куда можно приземлиться. И где на мелкоте можно ловить рыбу. А мне осталось только поставить камеру, но я снимаю из дома, через стекло. А цапли очень пугливые. Вот, это не лебеди, которые к нам привыкли. Цапли, стоит выйти на террасу, они улетают. Поэтому я, так сказать, спрятался и из засады, из укрытия через стекло снимаю. Поэтому иногда на стекле вы увидите такое не очень какое-то шевеление. Пришлось. Итак, смотрим. В этом тростнике цапля ходит и высматривает себе рыбу. Я бы рекомендовал смотреть это видео или на компьютере, или на телевизоре, на большом экране. А ввиду того, что не было возможности подойти близко, я снимал с приближением, с максимальным приближением. И кроме того, цапля, как видите, очень хорошо маскируется. То есть ее в тростнике видно, так не очень хорошо. Вот. А я пытался ставить там скрытую камеру, она движение цапли не срабатывала, не различала. Не получилось снять скрытой камерой, к сожалению. Вот. Но смотрите, вот вам задание. Потом, по окончании просмотра, пожалуйста, в комментариях напишите, сколько именно рыб поймала цапля за время ролика. То есть она ходит, рыба там не может быстро плавать, потому что тростник, то есть рыба там в таком лабиринте своеобразном, рыбы много, очень много рыбы. Соответственно, цапля нашла идеальное место для своей охоты. Потом, обратите внимание, будут, сказать, близкие кадры, вы сможете оценить размер рыбы. Вот смотрите. Все, поймала. То есть она ее в клюве как-то поворачивает и заглатывает. Будет потом еще один такой кадр. Просто поражает размер рыбы, как она умудряется ее проглотить. Смотрите, и она ее вот в горле проталкивает, как бы заглатывает. То есть она охотится не на килечку балтийскую, а на таких достаточно больших экземпляров. Как умудряется проглатывать, для меня это просто полная загадка, но вот может. Там у нас хвосты лебедины, лебеди на своей новой кормушке. Вот, видео про новую кормушку посмотрите, очень интересно. Вот, это для лебедей стало просто вот таким новым местом тусовки. К этой тусовке стала присоединяться белая цапля. К сожалению, я пока не смог заснять ее за охотой. Но в конце ролика будут съемки с дрона, как она сидит вот на своей территории. Вот смотрите, продолжаем охоту. Вот. Все, серая проглотила очередную рыбку и ходит дальше. Вот они, конечно, очень пугливые. То есть вот все мои попытки как-то подобраться поближе пока успехом не увенчались. Вот смотрите. Проглотила.
Цапель на озере довольно много. Вот, но они все группировались на болотах. А вот смотрите, это еще одна птичка, которую я хотел вам показать. Ее тоже раньше, так сказать, снять не удавалось. Это у нас камышница. Вот. Она похожа на лысуху, но она поменьше лысухи. Видите, она похожа на маленькую курочку. Ну, она в принципе и есть, это относится к куриным. Такая курица водная. Она маленького размера, на длинных ногах. Ну, ходит, собирает. То есть от кормушки лебединой там остаются зерна, там кукуруза немножко, пшеница, и она ходит, подбирает. Они живут, семейство вот этих камышниц живет у нас в тростнике, но они, в отличие от лысух, их снять получается крайне редко, они очень пугливые. Ну, пока я на нее отвлекся, у нас серая цапля взлетела. Видимо, наелась, посмотрите, со взлетом у нее проблемы, тяжело летит, видимо, хорошо подкрепилась. Давайте понаблюдаем. Все-таки по возможности смотрите на большом экране. Как все это происходит, я вот внимательно рассматривал. Конечно, картинка удивительная. Вот, плавные перемещения, как она вышагивает, вот цапля вышагивает. Первый раз такое, вот мы за столько лет, мы уже довольно много здесь живем, первый раз тростник вот таким образом полег. Но совпало, очень, очень мокрый снег был, налипал, и небольшой ветер был. Вот, и этого достаточно было. По всему вот этому участку берега я дроном летал, заснял будет ролик про окрестности. По всему побережью в этой части, конечно, тростник полег. Вот смотрите, она там продолжает свою охоту, рыбалку. И они летают над озером, цапли. То, что они летают над озером, мы периодически видим. Вот. И, видимо, они сверху присмотрели, а они понимают, что это как раз идеальное место для рыбалки. Вот такие участки с полегшим тростником. И они присмотрели. Вот. И вот у нас 3 особи. Один раз они были все втроем. 2 серых и вот белая. А белая живет по правую сторону от пирса, там ее охотничье угодье, там она постоянно, там что-то, там труднее заснять. А вот с левой части серые, 2 серые цапли. И их можно заснять из дома, изнутри, не надо выходить. Вот мне поэтому получилось их снять. Ну, тоже терпеливо ждет, потом бросок. Вот и все, готово. Вот видите, по краю тростник потом опять встал. А в середине так и не поднялся. Там глубина порядка от 20 сантиметров до полуметра. Где дальняя граница, там уже больше, там уже метр-полтора метра. То есть там, где цапля ходит, где она рыбачит, там где-то максимально полметра глубина. Вот, и, видимо, она хорошо просматривается, вода достаточно чистая. И действительно идеальные участки для рыбалки. Ну, то есть не голодают цапли, вот точно. Вот смотрите, это справа от пирса. Белая цапля, тоже там полегший тростник, и белая цапля ходит, высматривает свою добычу. Мне удалось подлететь довольно близко, но дрона, они тоже дрона боятся. Вообще, правильно. Они правильно делают, они такие очень-очень осторожные. Раньше я их видел только в заповеднике. У меня есть съемки, как они в заповеднике летают. А сейчас вот у нас в гостях. И их вам показал. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!